Всем привет! Давно обещала это видео, и вот наконец-таки я тут. В этом видео хотелось бы вам рассказать о разных видах жилья, в котором обычно проживают иностранные студенты, и объяснить о каждом из них. Хочу отметить то, что я проживала в общежитии около 2 лет, и вот уже около года проживаю на съемной квартире. То есть я сама не знаю о многих видах жилья, так как сама жила только в общежитии и на квартире. Поэтому в этом видео я буду рассказывать о тех моментах, о которых я наверняка знаю. То есть информация в этом видео — это мой личный опыт, плюс то, что я услышала от своих корейских знакомых. Ну что, давайте начнем. Несмотря на то, что у меня есть пару видео, которые я засняла, когда мы искали квартиру, вот эту квартиру, в которой я сейчас живу, я не могу выложить их в этом видео, так как это не моя собственность. Поэтому в этом видео, чтобы вы примерно имели представление, о чем я говорю, я вставлю просто картинки из Гугла, которые более-менее похожи с реальностью. Давайте сначала поговорим о таких видах жилья, как share house, хасукчип и гошевон. Share house название говорит само за себя, то есть у вас своя комната, либо эту комнату вы делите с кем-то, а кухню и ванную вы делите уже со всеми остальными жителями share house. Хасукчип — это такое понятие, о котором, наверное, немногие слышали. Хасукчип — это когда вы живете в доме корейской семьи. Корейская семья, она не только обеспечивает вас жильем, но также и питанием. Такое очень распространено при поездке на учебу в страны Америки и Европы. Ну и самое главное, то, что я хотела бы упомянуть, это гошевоны. Гошевон — это такой специфический вид жилья, мне кажется, который очень распространен в странах Азии. Когда люди живут в гошевоне, обычно они снимают очень маленькую комнату, где даже сложно развернуться. Временами эта комната занимает даже меньше 6 квадратных метров. В этой комнате обычно стоит кровать, стол, стул и иногда бывает и ванная. Кухню вы обычно делите со всеми людьми, которые живут на вашем этаже. Временами также делят и ванную. Насчет гошевонов, если честно, я бы не советовала вам проживать в гошевоне. Ну, во-первых, мне кажется, это психологически очень трудно жить в такой маленькой комнате. Во-вторых, я бы сказала, что в гошевонах не совсем чисто и не совсем безопасно. Естественно, многое зависит от самого гошевона. В последнее время появляется очень много хороших гошевонов, где более-менее просторно, чисто, опрятно. Если посмотреть на статистику, так сказать, у меня не было ни одного человека, ни одного знакомого, кто бы проживал в шерхаус, хасукчибах или гошевонах. То есть в основном большинство студентов проживают в университетском общежитии, либо снимают квартиру. Что же насчет общежитий? В основном большинство студентов, иностранных студентов, предпочитает жить в университетском общежитии. Можно понять, почему многие иностранные студенты выбирают проживание в университетском общежитии. Во-первых, это очень удобно, потому что обычно общежитие находится на кампусе, то есть удобно ходить на лекции, посещать занятия. Во-вторых, в университетском общежитии, кроме вас, проживает и много других иностранных студентов, то есть можно легко завести друзей. Стоимость общежитий у каждого университета разная. Также у одного университета может быть несколько общежитий, которые тоже различаются по цене. Поэтому стоимость общежитий вам нужно узнавать уже напрямую у университета. Ну а теперь давайте поговорим о самом главном, об аренде квартиры. В Корее существует две системы аренды квартиры, это Вольсе и Чонсе. Вольсе — это обычная месячная аренда, о которой мы знаем и которая практикуется и в странах СНГ. Чонсе же — это такое понятие, которое существует только в Корее, то есть в никакой другой стране мира чонсе нет, только в Корее. А чонсе — это такой вид аренды, когда вы платите хозяину очень большой депозит в размере от 40 до 60% самой стоимости квартиры. И после оплаты такого депозита вы ничего не платите, то есть такой месячной аренды нет, только депозит. Контракты чонсе обычно заключаются на 2 года, и после 2 лет уже идут переговоры с хозяином о продлении контракта либо завершении контрактов. После 1 либо 2 лет проживания в этой квартире хозяин отдает вам полностью весь депозит, что вы заплатили в самом начале. Да, вы все правильно поняли, это довольно странная для нас система. Объясню еще раз. Чонсе — это когда вы просто платите депозит, вы не платите ничего каждый месяц, то есть месячной аренды нет, только депозит. И этот депозит через 1-2 года после завершения контракта вам полностью возвращают. То есть вы буквально за 1-2 года ничего не тратите, вообще ни копейки. В чем загвоздка? Загвоздка в том, что
Даже если взять Сеул, ну или другие города Кореи, стоимость квартир, ну, очень высокая. Поэтому, так как депозит составляет примерно 40-60% стоимости квартиры, вы можете представить, какой там депозит. Буквально не в центре города, за маленькую квартирку вы можете отдать где-то 40-50 тысяч долларов. Это будет депозитом Чонсе. Это я вам говорю самую минимальную цену. Если честно, я не встречала ни одного иностранца, который бы проживал по такой системе аренды, потому что Чонсе, ну, во-первых, как я уже говорила, это, ну, очень огромный депозит. Ну и во-вторых, мне кажется, это довольно рискованно для иностранцев. Недавно я спросила у моего знакомого корейца, и он сказал то, что в последнее время из-за того, что стоимость квартир все больше и больше поднимается, естественно, и депозиты Чонсе тоже увеличиваются, в Корее, то есть все больше и больше предпочитают обычную месячную аренду, чем Чонсе. Наверное, многим будет интересно, что же делает хозяин квартиры с таким большим депозитом. Обычно хозяева квартир используют такой депозит для инвестиций, либо они просто ложат этот депозит в банк под проценты. Теперь давайте поговорим о Уолсе, то есть обычной месячной аренде квартиры. При аренде квартиры в Корее обычно нужно заплатить депозит, который вам возвращается по истечении контракта, и нужно платить месячную аренду. Обычно, чем выше депозит, тем меньше будет месячная аренда, и наоборот. То есть, чем выше будет месячная аренда, тем меньше будет депозит. А теперь о самом интересном, о ценах. Мне кажется, это многих сейчас будет интересовать. Для аренды однокомнатной квартиры где-нибудь не в центре Сеула, я говорю о Сеуле, потому что я сама все это время проживала в Сеуле и более-менее знаю только вот об этом регионе. В других регионах страны я не проживала, поэтому о них не могу говорить с уверенностью. Так вот, при аренде однокомнатной квартиры в Сеуле депозиты начинаются от 1000 долларов. То есть, опять-таки, депозиты могут быть разными. 1000 долларов это самый минимум, то есть, мне кажется, ниже депозитов уже вообще нету. Но вы должны учитывать, что если депозит составляет всего лишь 1000 долларов, то аренда будет, ну, очень высокая, иногда буквально она будет составлять 50% от вашего депозита, то есть где-то 500-600 долларов. Но если говорить о средних ценах на аренду однокомнатных квартир, депозиты составляют 5-10 тысяч долларов, и аренда однокомнатной квартиры вместе с коммуналкой составляет примерно, я думаю, 300-400 долларов в месяц. Я уже упоминала в своем видео, где я показывала вам свою комнату. Видео отмечу тут, посмотрите, кто еще не посмотрел. Я проживаю в двухкомнатной квартире вместе с соседкой. У нас у каждой своя комната, то есть кухню и ванную мы с ней делим. Так вот, под этим видео у меня многие спрашивали цену, то есть сколько я примерно плачу аренду и так далее. Так вот, при аренде двухкомнатной квартиры, такой как у нас, не в центре Сеула, стоимость депозита варьируется примерно 5-10 тысяч долларов, и это самый минимум, то есть меньше депозит за двухкомнатную квартиру вы вряд ли найдете, по крайней мере в Сеуле. То есть вы платите депозит, ну, примерно, скажем, 10 тысяч долларов и месячную аренду 500-700 долларов на 2 человек. Еще раз напоминаю то, что цены варьируются, кто-то, может, нашел дешевле, кто-то живет в более дорогой квартире. То, что я вам сейчас говорю, мне кажется, это самый минимум по ценам. Также хотелось бы упомянуть то, что есть такой вид жилья, как офистель. Офистель, то есть это та же самая квартира, только она намного лучше. То есть офистели, они оснащены более-менее лучше, чем вот в обычных квартирах, техникой, мебелью и так далее. Но цена на офистели, мне кажется, довольно высокая. То есть самый минимум для депозита это 10 тысяч долларов, а аренда составляет примерно 700 долларов. Это самый минимум. Иногда такой офистель делят 2 человека, иногда в таком офистеле проживает 1 человек. Я надеюсь, что это видео дало вам представление о видах жилья, где обычно проживают иностранные студенты, дало вам какое-то представление об аренде жилья в Корее. Ну и в целом, надеюсь, это видео вам понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях. Увидимся в следующем видео. Всем пока!